Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем моделирование выкройки корсета с отрезной чашкой. Из вот такого корсетика мы с вами будем делать вот такой. Работать я буду со своей выкройкой из обучающего курса «Вечернее платье на прозрачном корсете». Вот эта выкройка. Будем менять конструктивные линии, изменим рельеф переда. Также поднимем перемычку по центру переда между чашечками. Изменим, немного опустим вниз верхний срез чашки и изменим крой деталей чашечки. Итак, первый этап изменения рельефа переда. Вот так мы его будем менять. Я перевела детали переда на чистый лист бумаги и убираю припуск на шов. Здесь он составляет 1 сантиметр и 2 миллиметра. Отмеряю и провожу линию на обоих деталях. Так. Одну деталь мы вырезаем и также на ней срезаем припуск. Теперь склеиваем детали между собой, исключая припуск на шов. Вот так вот, как будет в готовом виде. Так, склеили. Теперь проводим новую линию, которую мы хотим видеть. Вот так вот я проведу. Так. И пока не вырезаем детали, сразу нанесем изменения по центру переда, поднимем нашу перекладинку вверх, вот здесь. Так, продлеваем вверх линию. Увеличим на 1 сантиметр и 2 миллиметра вверх выкроечку. Вот так. Готово. Теперь можно вырезать. Вырезаем по новой линии рельефной. Теперь переводим детали на лист бумаги и добавляем припуски. Возвращаем. Также 1 и 2, 1 сантиметр и 2 миллиметра. Все мои выкройки идут с припусками, это вы знаете, поэтому срезаем сначала, потом добавляем в процессе, если нужно. Так, вот наши новые детали. Вот, если сравнить со старой, видите, у нас сдвинулась линия рельефа переда. Так, поднялся верхний срез по центру. И затем уже наносим линии пришивания костей по желанию, в зависимости от модели. Следующий этап – изменение чашки. Наша новая линия пройдет вот отсюда, от центра к боку. Сейчас я нарисую. Вот таким образом. Немножечко мы вниз уходим. Так. Поднимем также вверх уголок, вот здесь, и проходим через центр, и здесь линия у нас опускается вниз немного. Вот у нас будет новая линия. Вот так проходить по чашечке. Итак, переведем детали чашки на чистый лист бумаги. Я взяла детали выкройки с надписью «Поролон». С ней нам будет легче работать. Соединяем детали выкройки в центре. Вот так. Переводим. Ставим обязательно все метки, чтобы не запутаться. Так.
И вот на какое мы с вами расстояние поднимали центральную деталь переда, вот на это же расстояние мы должны увеличить вверх чашечку. Вот эту деталь увеличиваем, поднимаем на то же расстояние 1 и 2. Так, это наша новая точка. Здесь у нас в боку без изменений. Проведем вспомогательную линию, разделим ее пополам и вверх поднимем на полсантиметра. И проведем новый верхний срез чашки. Далее опускаем здесь линию на 0,7 сантиметра. Так, это будет новая точка. И на это же расстояние мы должны уменьшить соответствующую деталь на 0,7 вниз. Здесь мы должны поднять на сантиметр. Поднимаем, вот новая точка. И, соответственно, вот эту деталь мы должны поднять также на сантиметр. Так. Теперь делаем вспомогательную прямую, соединяем новые точки. И наша новая линия детали должна пройти обязательно через центр. Рисуем. Так. Соединяем точки. Поставили метку центр. Вот наша верхняя деталь чашки готова. Так. Эту деталь мы подняли. Теперь с этой новой точкой мы соединяем центр. Вот так. Повторяем изгиб детали. И здесь мы опускали точку, и также из центра мы соединяем с новой точкой. Вот детали нашей новой чашечки. Обязательно ставим все метки. Так. Вырезаем чашку по новым линиям. Вот так довольно просто мы с вами сделали моделирование выкройки корсета с отрезной чашкой. Выкройку этого корсета можно найти на нашем сайте. А также, если вы мечтаете овладеть технологией пошива прозрачного корсета, я жду вас на своем курсе «Вечернее платье на прозрачном корсете» в нашей онлайн-школе шитья. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.